Эти звуки человечество слышало веками, не понимая их смысла. Мы думали, это просто свисты, щебет волн, случайный шум морских просторов. Оказалось, это был язык. Сложная система общения дельфинов, которую искусственный интеллект только что начал расшифровывать. То, что вы услышали, это первые слова на языке дельфинов, которые мы, наконец, научились понимать. Чтобы представить масштаб этого открытия, вообразите. Вы приходите в театр, садитесь в зал, гаснет свет, поднимается занавес, и актеры начинают говорить на совершенно незнакомом языке. Вы слышите интонации, видите эмоции, понимаете, что происходит что-то важное, но смысл ускользает. Именно так человечество слушало океан миллионы лет. До середины XX века звуки дельфинов казались морякам просто игривыми свистами. Мореплаватели считали их смехом моря, и даже когда дельфины сопровождали корабли, спасали тонущих, помогали рыбакам, их голоса оставались для нас загадкой. В XIX веке охотники ловили их ради мяса и жира, не подозревая, что убивают существ, обладающих культурой и разумом. А ведь дельфины — одни из самых выразительных и громких животных на планете. Их щелчки и свисты слышны на километры под водой. С помощью эхолокации они видят звуком. Каждый щелчок возвращается эхом, позволяя им рисовать в мозгу трехмерную картину мира, где виден не только силуэт, но и внутреннее строение объектов. Однако до недавнего времени даже ученые не представляли, что дельфины обладают полноценным языком. Все изменилось в конце 1960-х, когда молодой биолог Томас Гарнер впервые записал вокализацию дельфинов в открытом море и выпустил пластинку «Песни морей». Эта запись стала сенсацией. Люди услышали, что дельфины создают длинные и сложные композиции с повторами, вариациями, как будто со структурой. Пластинка вызвала культурный шок. Впервые миллионы людей осознали, что мы живем бок о бок с существами, которые общаются между собой не менее сложно, чем мы. Гарнер позднее скажет: «Люди влюбились в голоса дельфинов. Представьте, что произойдет, если мы поймем, о чем они говорят». Но тогда никто не знал, что означают их свисты и щелчки. Ученые предполагали, это сигналы охоты, команды, песни ухаживания. Записи были короткими, технологии примитивными, а главное, не хватало контекста. Настоящий прорыв произошел в 2018 году в Университете Барселоны. Биолог Клара Монтальво анализировала записи афалин у Канарских островов. Ее коллега, криптограф Элиза Фогель, услышав эти сигналы, сразу заметила: некоторые последовательности свистов напоминают закодированные сообщения. Она предложила применить методы машинного обучения. Фогель познакомила Монтальво с Дэвидом Ченом, специалистом по искусственному интеллекту из Оксфорда, который работал над ранними версиями больших языковых моделей. Чен объяснил: чтобы понять любой язык, нужны миллиарды примеров и полный контекст. У дельфинов должно быть то же самое. Идея показалась безумной, но у Монтальво возникла еще более дерзкая мысль. Она работала с проектом сети, который ищет сигналы внеземных цивилизаций, и подумала: а что, если разумный язык уже рядом? Что, если мы ищем не там? Дельфины обладают одним из самых развитых мозгов среди животных. По числу извилин их кора превосходит человеческую. Их коэффициент энцефализации — один из самых высоких среди всех млекопитающих. Они живут в обществах, образуют сложные альянсы и коалиции, передают знания из поколения в поколение. В Австралии самки дельфинов научились использовать губки, надетые на нос, чтобы безопасно охотиться среди кораллов, и передают этот навык дочерям. В Бразилии дельфины координируют охоту вместе с рыбаками, подгоняя рыбу прямо в сети.
Это культура. В 2020 году Монтальво, Фогель и Чен организовали международный семинар в Барселоне. Биологи, инженеры, лингвисты, специалисты по ИИ съехались со всего мира. И к концу второго дня стало ясно — расшифровать язык дельфинов возможно. Так появился проект «Орка» — океанический исследовательский центр для анализа китообразных. Фонд Deep Blue Future выделил $28 миллионов на 5 лет. В проект вошли десятки ученых из Оксфорда, Университета Барселоны, Токийского университета и других институтов. Для полевых исследований выбрали Канарские острова. Здесь глубоководные каньоны начинаются всего в 1 километре от берега, и одни и те же семьи дельфинов возвращаются сюда десятилетиями. Команда превратила участок океана в гигантскую подводную студию. Десятки гидрофонов круглосуточно фиксируют звуки. Когда дельфин издает свист, система определяет, кто именно говорит. Но звук — это лишь часть головоломки. Для понимания языка нужен контекст. Поэтому Project Orca разработал флот автономных дронов, которые крепят к дельфинам сенсорные метки. Эти устройства фиксируют звуки, движение, глубину, сердечный ритм, взаимодействие. Главный прорыв наступил в 2024 году, когда Project Orca представил систему Sona Mirrors, дронов с ИИ, которые предсказывают поведение дельфинов. Точность поразила. В 75% случаев дрон оказывался рядом именно тогда, когда дельфин всплывал на поверхность. За 5 лет работы Project Orca собрал миллиарды записей, самую большую библиотеку звуков дельфинов в истории. ИИ преобразует свисты в спектрограммы и выявляет закономерности. Оказалось, дельфины используют сигнатурные свистки, уникальные звуки-имена, по которым они узнают друг друга. Дельфин может позвать конкретного сородича по имени. Это функциональный аналог наших имен. Но на этом не все. И выявил более 150 базовых паттернов. У каждого кода — вариации. Скорость исполнения, дополнительные звуки, изменение пауз, эмоциональная окраска. Все это создает богатую систему значений. Ученые обнаружили, разные стаи дельфинов используют разные диалекты. Более того, группы, чьи территории пересекаются, перенимают элементы друг у друга. Это первое доказательство культурного обмена языком у дельфинов. ИИ также выделил индивидуальные подписи отдельных особей, микроскопические различия в их свистках. Это значит, что мы можем узнавать конкретного дельфина по голосу, как узнаем знакомого по телефону. Более того, можно проследить, как его произношение меняется с возрастом. Особенно поразили наблюдения за детенышами. Они экспериментируют со звуками, создают новые комбинации, а взрослые иногда перенимают эти детские выдумки. Так рождаются новые элементы диалекта. Это живая эволюция языка. Ученые выделили несколько типов сообщений. Есть коды социализации, приветствия. Есть коды координации для совместной охоты и движения. Есть коды заботы, матери общаются с детенышами. Есть тревожные сигналы. Есть целая группа сигналов для навигации. Особенно интересно, что дельфины используют сигналы перед глубокими погружениями. ИИ выявил, что они передают друг другу информацию. Погружаюсь на север, ныряю глубоко, вернусь через час. Эти объявления позволяют предсказать поведение животных. Более того, зафиксированы дальние переговоры. Семья дельфинов у Канар получала серию сигналов от группы за сотни километров. После этого стая меняла маршрут. Позже выяснилось,
В том районе шли военные учения с использованием сонаров. Другая группа предупредила их об опасности. И тогда встал главный вопрос. Если мы понимаем их язык, можем ли мы сами заговорить? В 2023 году у побережья Чили исследователи воспроизвели подводным динамиком один из кодов. Дельфин ответил. Начался обмен сигналами. Это был первый диалог человека и дельфина на его языке. В 2024 году эксперименты усложнились. И в реальном времени анализировал ответы и подсказывал исследователям подходящие коды. Некоторые диалоги длились по полчаса. Дельфины явно понимали, что им отвечают. Иногда они использовали новые сигналы, словно обсуждали людей между собой. Ученые испытали потрясение. Это было похоже на получение радиосигнала от инопланетян, только разум оказался рядом, в океане. Но что именно означают эти разговоры? Ученые пока не знают. Но поведение дельфинов дает подсказки. Они часто начинают с приветствий, затем переходят к более сложным сигналам. Возможно, они задают вопросы «Кто ты?» или «Что ты делаешь в нашей воде?». Особенно любопытны детеныши. Они подплывают ближе к источнику звука, проявляют интерес к говорящим людям. Некоторые семьи начали проводить больше времени на поверхности, когда рядом лодки «Проект Орка», словно ожидая продолжения разговора. Эти наблюдения породили серьезные этические вопросы. Имеем ли мы право вмешиваться в коммуникацию другого разума? Проект Орка сотрудничает с юристами и философами, обсуждая правовые аспекты. Если докажется, что дельфины обладают языком и культурой, изменится ли их правовой статус? Тем временем инженеры уже разрабатывают прототипы переводчиков, устройств для дайверов, которые будут показывать в шлеме субтитры. Дельфин сообщает: «Осторожно, здесь хищники». Перспективы грандиозны. Методы Project ORK уже применяются для других видов. Через 10 лет мы сможем общаться не только с дельфинами, но и с другими умными животными. Но, возможно, самое важное — это изменение нашего взгляда на самих себя. Веками мы считали разум уникальной человеческой чертой. Теперь ясно. Мы делим планету с другими мыслящими существами. У дельфинов есть язык, культура, традиции. Они передают знания десятки миллионов лет. Их история древнее нашей цивилизации. И, может быть, у дельфинов есть свои представления о нас. Они наблюдали за нашими кораблями, слышали шум наших двигателей, видели сети, лодки, дайверов. Возможно, у них есть свои теории о странных двуногих, которые иногда прыгают в море. Возможно, у них есть свои названия для наших судов, свои слова для описания людей, и, может быть, они уже давно обсуждают нас в своих разговорах. Мы стоим на пороге новой эры. Впервые в истории человечества мы можем услышать голос другого разума и ответить ему. Но готовы ли мы к разговору, который изменит наше понимание сознания и нашего места во Вселенной? Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.